Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу, как приготовить пряный морковный торт с апельсиновыми нотками, миндалем и курагой. Несмотря на низкую калорийность, по вкусу он ничуть не уступает его классическому аналогу. Ингредиенты и калорийность оставлю в конце видео. Первым делом приготовим бисквит. Для начала необходимо натереть на мелкой терке 250 грамм моркови и цедру одного апельсина. Но можно поступить проще и заменить цедру апельсина апельсиновым ароматизатором. Если будете использовать цедру, снимайте только самый верхний слой, иначе будет горчить. Затем блендером измельчить 40 грамм миндаля. Измельчать не очень мелко, чтобы кусочки ореха чувствовались в бисквите. Для этого блендер нужно поставить на минимальную мощность. Теперь разбиваю в миску 4 яйца. И слегка взбиваю их миксером. Добавляю примерно 1,5 чайные ложки корицы, щепотку соли, 4 мерные ложки сахарозаменителя, и 3 капельки ароматизатора. – 75 грамм пшеничных рассыпчатых отрубей, – 100 миллилитров молока, пакетик ванилина 1,5 грамма, 10 грамм разрыхлителя, дальше добавляю тертую морковку с цедрой, и перемешиваю миксером на медленной скорости. Дальше дробленые орешки и 10 грамм льняной муки, можно заменить на 20 грамм соевой. Теперь 3 грамма соды нужно погасить лимонным соком или уксусом. Для этого немного уксуса нужно влить в соду, перемешать ложечкой и пока она пенится, вылить в тесто. Снова все хорошенько перемешать миксером. Перекладываю тесто в форму диаметром 16 сантиметров и слегка разравниваю. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. По истечении этого времени проверяю бисквит на готовность деревянной палочкой. Она должна выходить сухой. Теперь бисквит нужно накрыть крышкой или фольгой и дать полностью остыть. Охлажденный бисквит достать из формы
Я всегда использую обычный канцелярский ножик, потому что у него тоненькое лезвие. Нужно провести лезвием по всему периметру кольца, плотно прижимая лезвие к стенке. Затем бисквит нужно разделить на 3 ровных коржа толщиной примерно в 1 см. Я всегда пользуюсь таким способом. Делаю небольшие надрезы по всему периметру бисквита с шагом в 1 см. Потом продеваю в каждый надрез обыкновенную нитку и крест-накрест стягиваю ее, чтобы она разрезала бисквит. Вот такой ровный срез получается. И так повторяю с каждым коржом. Для крема понадобится 300 грамм обезжиренного мягкого творога, 150 грамм творожного сыра. Я всегда использую именно этот, потому что у него плотная консистенция. И продается он практически в любом магазине. Добавляю ванилин интенсив, совсем чуть-чуть. Если используете обычный ванилин, то целый пакетик 1,5 грамма. И 4 мерные ложки сахарозаменителя. Хорошенько перемешиваю все миксером. Вот и все, очень простой и вкусный крем готов. Перед сборкой торта нужно подготовить сироп. Для этого понадобится 80 мл воды, 1 ложка сахарозаменителя, 1-2 капли того же самого ароматизатора и немного обычного ванилина. И просто перемешиваю ложкой. Все, сироп готов. Собираю торт в том же кольце, в котором выпекала бисквит. Кладу капельку крема на подложку, чтобы торт не скользил. Выкладываю первый бисквит. И пропитываю его сиропом. Очень удобно это делать силиконовой кисточкой, потому что ложкой можно слегка переборщить. На бисквит выкладываю примерно треть крема и распределяю по поверхности. На крем выкладываю половину кураги, нарезав ее на кусочки. Если она была жестковата, то предварительно нужно замочить ее минут на 5 в кипятке. Точно так же повторить и второй слой. А третий бисквит хорошенько придавить руками или плоским предметом подходящего диаметра. Если собираете без кольца, то сильно прижимать не стоит. И выложить на него половину оставшегося крема. Вторую половину нужно оставить для обмазки торта сбоку. Торт накрыть и убрать в холодильник минимум на 6 часов.
Вот так легко снимается кольцо благодаря ацетатной ленте. Оставшимся кремом обмазываю бока торта и слегка равняю. Также этот крем подойдет и для чистового выравнивания. А сверху посыпаю корицей. Этот торт получается очень сочный и ароматный, а морковка в нем совершенно не чувствуется. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть все новые рецепты. Приятного вам аппетита!